Господа, меня зовут Игорь Порох, в эфире обзор финансовых рынков за 240 секунд. С нас контент, с вас лайк и подписка. Начнем мы с фундаментального анализа. Сегодня у нас будет информация касательно ритейла, завтра у нас будет информация касательно ВВП за третий квартал по Китаю. Англия расскажет об индексе потребительской инфляции, и Европа скажет тоже про индекс потребительной инфляции у себя в своей еврозоне. Видим, что ожидания направлены в сторону улучшения. Разрешение на строительство и запасы сырой нефти. В четверг, как всегда, первичные заявки на пособие по безработице. И интересно будет, что скажет Джером Пауэлл в 19:00. Сейчас предположительно такая ситуация, что ставка меняться не будет, такая вероятность 90,1%. И пойдем теперь к теханализу. Здесь мы видим на дневном графике S&P картинка, что идет нисходящий тренд. Сейчас уперлись в сопротивление 4375-4400. Предположительно, если блок этот не пробьется, то тогда дальше будем спускаться в районе 4200 пунктов. Интересно сейчас еще... Посмотрел такую картинку, что есть какие-то предположения, что формируется чашка с ручкой. Вот чашка, вот ручка. Если не будет пробоя, не пробьется вот это сопротивление, и актив пойдет по сценарию, то тогда отмена этой конструкции будет. Если же будет пробой и закреп выше сопротивления, возможно будет продолжение формирования конструкции с выходом дальше еще выше до конца этого года. Поэтому можно будет смотреть. NASDAQ картинка схожая с S&P, 15250 сопротивления, отбой от нисходящей линии тренда и движение в сторону 13700. Если вдруг будет пробой нисходящей линии тренда и закреп выше 15250, тогда придется рассматривать вот такой сценарий с реализацией тоже чашка с ручкой, как и на S&P, с целью в район 20 тысяч. Золото. Пока что ожидаю спуск в сторону 18.90 после такого сильного недельного импульсного забега. Пока ожидаю его в эту зону. Дальше уже буду анализировать, понимать, что делать дальше. Капитализация криптовалютного рынка не смогла закрепиться выше 1,08 триллионов долларов. Если в таком ключе все продолжится, то тогда дальнейшее снижение это был просто ложный пробой и вынесли шортистов. Поэтому 1,08. Если сегодня и завтра не закрепляется выше данной отметки, то продолжение нисходящего движения. Доминация биткоина. Чуть даже преодолела ожидания, были выше, 52,5% коснулись, пока ожидаю откат по доминации. Эфир сливают очень сильно, выходят с эфира, по-прежнему цель 17.22. USDT пытается закрепиться выше восходящей линии тренда. Если все-таки продолжится, тогда сейчас актив продолжит в сторону 8%, пробьет, закрепится и пойдет дальше выше, что снизит стоимость биткоина. Если вдруг какая-то картинка изменится и будет пробой восходящей линии тренда, тогда картинка будет абсолютно по-другому смотреться. Альткоины. Пока оставил еще красный сценарий, предположительно, что будет медвежья свеча сегодня-завтра, пробьем 322 миллиарда долларов и будем спускаться вниз. Если сегодня и завтра свечи закрываются выше 322 миллиардов, тогда будет отмена красного сценария, нужно будет искать тогда лонговые точки для входа. По биткоину закрепились выше полочки 28 тысяч долларов вчера, сегодня торгуемся также выше. Буду следить за двумя свечами сегодня и завтра. Если сегодня и завтра свечи закрываются выше 28 тысяч долларов, тогда это будет пробой. И придется искать лонговые сценарии, а шортовые придется уже отменять. Если сегодня вернется цена под 28 тысяч долларов, был ложный пробой, и тогда шортовой сценарий будет продолжаться будет в деле. То же самое касается и эфира. По эфиру увидели мы откат в сторону 16.30, не смогли ничего сделать, торгуемся сейчас ниже, откат этот был ожидаемый. Если сегодня и завтра по биткоину все так, как я сказал, будет, то тогда, соответственно, и по эфиру будет то же самое. Если биткоин не закрепится выше 28 тысяч долларов, а закрепится ниже сегодня-завтра, то тогда дальше будет движение в сторону 13.70 по эфиру. На этом буду заканчивать наш обзор. Обязательно нажимайте на колокольчик для того, чтобы быть в курсе следующих выпусков новостей. Лайк и подписка на наш канал. Всем хорошего дня!